Всем привет! Сегодня я предлагаю вам заняться созданием большой настенной розы из дизайнерской бумаги. Помимо дизайнерской бумаги, для создания такого цветка вы можете использовать ватман. Я же взяла бумагу плотностью 120 в 3 оттенках белого. Помимо бумаги нам потребуются ножницы, канцелярская прищепка, линейка и клеевой пистолет. Также я покажу вариант крепления подобной розы на основании, если вы, например, хотите сделать ее ростовой и установить на пол. Итак, с чего начинаем? Из листа бумаги вырезаем квадрат со стороной 37 сантиметров. И таких квадратов нам потребуется 2. Квадрат мы складываем по диагонали один раз и второй. У нас должен получиться треугольник. Теперь отступаем от уголка 2 сантиметра. И вырезаем форму лепестка. Вот что у нас получается. Таких заготовок нам нужно будет 2. Раз. И я взяла другого оттенка белого. 2. Теперь мы вырезаем квадрат со стороной 39 сантиметров. Теперь наш квадрат складываем по диагонали дважды и получаем треугольник. Опять-таки отступаем от центра. А в верхней части создаем рельеф. Это 3-й ряд лепестков. Теперь наш 3-й ряд лепестков мы будем использовать в качестве шаблона. Нам нужно будет вырезать одинарные лепесточки на 1 сантиметр больше. Вот таких лепесточков нам потребуется 5 штук. Следующие 6 лепестков вырезаем размером еще на 1 сантиметр больше. И теперь переходим к сборке. Из первого ряда лепестков, из первого лепесточка нам нужно собрать конус. Второй лепесток наклеиваем так, чтобы этот конус закрыть. Аналогично приклеиваем еще 2 лепестка. Теперь берем нашу уже собранную серединку
И приклеиваем к следующему ряду лепестков. И начинаем собирать. Только нам их надо собрать так, чтобы образовалось небольшое расстояние между двумя лепесточками. Так, следующий ряд лепестков перед наклеиванием необходимо подкрутить. Раскрываем, берем клеевой стержень и подкручиваем. И приклеиваем, немного отодвигая наши лепесточки от края. Так, теперь берем наши 5 лепестков, разрезаем в центре, подкручиваем лепестки. И склеиваем в центре, вот здесь. И продолжаем наклеивать.
И последний ряд лепесточков. И приклеиваем лепестки внахлёст. Если вы видите, что вашей розе чего-то не хватает для счастья, например, вот мне кажется, здесь не хватает одного лепесточка, вы совершенно свободно можете вклеить их внутрь. Так, смотрите, роза готова. Если вы собираетесь клеить розу на стену, с обратной стороны наклеиваете круг с креплением и закрепляете. Или же приклеиваете непосредственно на стенку, если не планируете ее снимать. Если же вы хотите сделать из этой розы ростовую, то есть чтобы у нее был стебелек и она стояла. Берем картонную трубочку, разрезаем. Определяем подходящий диаметр. И закрепляем скотчем. Теперь в нижней части сантиметра на 2-3 разрезаем на несколько частей. И вот этого осьминога приклеиваем к обратной части нашего цветка. Все безобразие мы затем закроем чашелистиком. Пока вырезаем чашелистик. Я очень советую вам вот эту трубу обернуть гофрированной бумагой. Дизайнерской вы не обернете, а вот эту вот часть лучше закрыть заранее.
Теперь вклеиваем в основание трубу и продолжаем оборачивать. Вот наша готовая роза.